Здравствуйте. Я еще раз убеждаюсь, что фанатство один из лучших мотиваторов прогрессировать в творчестве. Внезапно и Trigun Stampede от Orange не просто воскресил фандом старого аниме, который считался забытым лет так 20, наверное, о господи, какая я старая, а просто взорвал его, как один город в июле. Интернет захлестнуло артами, анимациями, мемами, особенно мемами. Нет, правда, эта непредсказуемая сила интернета и фандомов меня иногда реально пугает. Я на этом фоне вспомнила, что когда-то давно так и не дочитала мангу из-за трудностей с английским языком. Сначала из-за трудностей, потом я ее отложила, потом я забыла, потом совсем отвлеклась, потом прошел десяток лет. Ой-ой. Короче, я ее дочитала, обожралась стекла, и мне надо было как-то вывести это стекло из организма, а фанарты делать как-то особо и некогда сейчас. Я это к чему? У меня давно были планы наделать кучу стилизованных кисточек и штампов под себя в фотошопе, в клип-студию, в других, может быть, программах. Почему нет? Но про создание кисточек у меня довольно поверхностные знания, слабо подкрепленные практикой. К практике я обычно обращаюсь в моменты необходимости, типа как когда нужен был узор для гибели Одина. А до своих глобальных планов по созданию набора мне как-то то руки не доходили, то мешало слишком абстрактное представление того, чего я хочу в итоге получить. Короче, клинки-тентакли мистера «Сотня ложек» стали для меня очередной площадкой для освоения дела по созданию кисточек в фотошопе и клип-студию. Еще бы создание кисточек в Крита освоить, и вообще было бы шикарно. Штука в итоге получилась довольно специфическая, но если поиграться в настройках там с интервалами и чем еще, то может получиться какая-нибудь драконья шея, например. Ну, в общем, я решила поделиться получившимся набором в интернете. Вдруг кому пригодится для фанарта с Найвзом или для чего-нибудь другого, там, своего. Неважно. Главное, чтобы кому-то пригодилось. Я не знаю, стоит ли мне подробно рассказывать, как я делала эти кисточки, потому что, слава богу, и без меня в интернете вроде достаточно туториалов, и при этом гораздо более подробных, продвинутых и понятных. Ну, я все же упомяну пару моментов, которые считаю достаточно важными. Во-первых, если вам нужен какой-нибудь бесшовный узор, ленточка, там, кружева, для которого вам нужно нарисовать шаблон бесшовный, то в Крита справа в углу, ну, по крайней мере, у меня так расположено справа в углу, наверху, вот такой значок, который нажимаете, и он замостит все ваше окно плиткой, в которой вы можете легко увидеть там все швы, несостыковки узора, и прям так на нем и работать. Просто обычно в других видео я видела, что люди просто рисуют шаблончики сразу в фотошопе или в клип-студию. А мне кажется, Крита вполне себе с этой функцией может облегчить задачу. А во-вторых, по завершению работы лучше на всякий случай щелкнуть по шаблончику инструментом обрезки, потому что первый раз, когда я это не сделала и перенесла шаблон в клип-студию, то в итоге там повылезали ненужные линии и пятна с краев. Мне очень понравилось делать кисточки именно в клип-студию. Он удобен тем, что ты просто можешь взять любую уже имеющуюся кисть, которая работает так, как тебе надо, и в настройках заменить кончик на твой собственный шаблон. И да, сразу говорю, что набор для Clip Studio и Photoshop у меня разный, потому что шаблон для Clip Studio в итоге не работал в Photoshop как надо. И для Photoshop пришлось сделать отдельный свой шаблон, а еще в Photoshop не получилось сделать такую же текстуру булатной дамасской стали, как в Clip Studio. Что печально, потому что мне больше понравилось, как вышло в Clip Studio. Нет, возможно, в фотошопе тоже можно сделать так же,
Но я не нашла способа, а копаться вглубже на тот момент стало некогда. Ну, в общем, надеюсь, кому-нибудь, куда-нибудь эти кисточки пригодятся. И мне, надеюсь, в будущем тоже пригодятся. А пока я немного занята. Те, кто следит за мной в ВК или Твиттере, например, знают, что я сейчас занимаюсь персонажами для игры Evil Dreams. И было бы приятно, если бы вы заглянули к нам на страницу в Стиме и посмотрели, что мы там сейчас делаем. У нас там тоже есть свой Дикий Запад, и тоже есть котик. Правда, космоса нет, зато есть мистика. Кстати, для этого кота я тоже делала свои кисточки для шерсти, потому что те, которые у меня есть скачаны из интернета, предназначались для реалистичной живописной шерсти, а у нас стилизация. Вот так. Можно хоть обложиться всякими кисточками из интернета, а все равно в итоге наступает момент, когда тебе все равно понадобится смастерить свою собственную кисть под определенную задачу или под твой стиль. Не, серьезно, научитесь делать свои собственные кисточки. Это может показаться на первый взгляд как-то муторно. Это веселее, чем кажется. И потом такое ощущение просто удовлетворения, когда у тебя что-то начинает получаться, как будто открылся в себе новый источник силы просто. Как будто какая-то дополнительная чакра в пятой точке открывается. Извините за мой тупой юмор, я просто очень хочу спать и ни хрена не соображаю. В общем, ссылки на кисточки в Gumroad, Google Диск, Яндекс.Диск, все в описании. Также там ссылка на нашу страничку в Стиме с игрой. И на всякий случай, чтобы не было недоразумений, недопониманий, здесь мои кисточки только лезвия. А спидпейнт на заднем фоне с Найвзом, который смотрит на тебя как на кусок человечества, это набросок базовыми или скачанными уже из интернета кистями. На этом пока все. Мир да любовь. А теперь я пойду попробую немного поспать, потому что я сейчас наспех все это записываю в 3 часа ночи, и, по-моему, я совершенно сломала свой сон, и, по-моему, до 5 уже не засну. Не берите с меня пример. Это вредно для здоровья. Брать с меня пример, я имею в виду. Если вдруг кому все же интересно посмотреть поподробнее, как я делала эти кисточки, то, пожалуйста, дайте знать, напишите комментарии. Но даже если это кому-то будет действительно интересно, я не гарантирую, что я это видео быстро сделаю. В ближайшее время, по крайней мере, точно нет. Извините.